Дорогие друзья, вместе с радостью осенних еврейских праздников, в самый последний день, завершающий этот цикл, пришло в Израиль всеобщее ликование, когда, наконец, последние из израильских заложников, проведших в плену у Хамаса 738 дней, вернулись домой. Огромное количество всевозможных акций и митингов в поддержку заложников прошли за это время в Израиле. Вот дерево с именами заложников увидели мы на улице Иерусалима. Подобных деревьев в разных городах Израиля было немало. Но этот день настал, и 20 последних живых заложников вернулись домой. И была настоящая неподдельная общая радость. Это и радостный смех, и слезы боли, когда весь народ Израиля, кто в экранах телевизоров, кто в экранах смартфонов, кто на площади заложников в Тель-Авиве, кто где мог, наблюдал кадры возвращения домой тех, кого так долго ждали. Всем вернувшимся хорошей реабилитации, семейного счастья и долгих лет жизни. Всем погибшим вечная память. А теперь начнем нашу прогулку. Это был субботний день, когда город отдыхает от постоянного движения, шума и суеты. Мы прошлись по местам, где древняя история тесно и в то же время незаметно переплетена с современным обликом города. Почему же незаметно? Конечно, многим известно, что здесь, напротив отеля «Вальдорф Астория», о котором мы расскажем чуть позже, располагается древнее мусульманское кладбище. А в этом древнем кладбище находится еще более древний водосборник, которым, впрочем, пользовались аж до середины 20-го столетия. Едут машины, идут пешеходы, но многие ли осознают, что стоит чуть повернуть и поднять голову, и ты увидишь над собой древние надгробия? И удивительно то, что привычный шум улиц здесь, чуть выше, на кладбище, уступит место откуда-то взявшейся тишине, с пением птиц или стрекотанием цикад. И вот вы уже рядом с мистической тайной кладбища, где, кажется, время замедляет свой ход. А начиналось все в 13 веке. Вот с этого квадратного строения. Это мавзолей. Есть и название – Турбат аль-Кубакия. Похоронили здесь в 1289 году правителя города Цфата со сложным и трудно выговариваемым именем – Ала аль-Дин Айдугди ибн Абдалла эль-Кубаки. В те годы правили святой землей мамлюки, военная каста, изначально состоявшая из юношей-рабов, обращенных в ислам. Со временем все изменилось. Мамлюки захватили власть в Египте, победили и крестоносцев, и монголов. Ала аль-Дин Айдугди был один из высокопоставленных военных командиров. Он играл важную роль в защите Иерусалима от внешних угроз, включая крестоносцев. Его действия, как и других мамлюкских полководцев, способствовали укреплению позиций мусульман в регионе. Умер в Иерусалиме и похоронен под сводами этого мавзолея. Человек он был знаменитый и уважаемый, поэтому вскоре многих знаменитых уважаемых мужей исламского вероисповедания стали хоронить рядом с мавзолеем. Этот мавзолей – символ исторической памяти о мамлюкском правлении над Иерусалимом и часть многослойной истории города. Эта территория, находящаяся за стенами древнего Иерусалима, использовалась для захоронений и в более ранние времена. Это христианское захоронение. Оно выделяется среди мусульманских надгробий. Ларису больше привлекают живые объекты, в частности, огромная агава.
Пруд Мамила – один из старейших искусственных водоемов Иерусалима, грандиозная часть системы водоснабжения города периода Второго храма. Этому строению более 2000 лет. И использовался бассейн по назначению практически до нашего времени. Водоем служил резервуаром для сбора дождевой воды. Еще в 40-е годы 20-го столетия бассейн наполнялся водой почти доверху. Размеры водоема впечатляют. Его глубина достигает 6 метров, около 100 метров длина бассейна и примерно 60 метров его ширина. Мы пролезли в дырку в заборе, чтобы показать артефакт более близкого к нам времени. После Первой мировой войны и до 1948 года правили здесь британцы. Они проложили трубы и поставили насосы, чтобы использовать собирающуюся воду для городских нужд. И вот она, насосная машина Caterpillar, стоит здесь без работы примерно лет 80. И местные художники, чтобы не было ей скучно, вот так ее разукрасили. Ну а теперь из времени прошлого вернемся в наше время, время настоящее. И олицетворять его будет отель Вальдорф Астория Джерусалем. Хотя, если быть честным, то и в этом строении без прошлого не обошлось. Таков уж Иерусалим. Фасаду этого здания практически 100 лет. Это фасад когда-то знаменитого отеля Палас. На момент открытия в 1929 году это был самый роскошный отель на Ближнем Востоке. Но судьба его была незавидна. Уже через несколько лет Палас пришлось закрыть из-за нерентабельности. Его площади использовались британскими властями для административных нужд, а затем и властями израильскими. Поскольку здание было признано архитектурным памятником, то его новому владельцу уже в 21 веке пришлось сохранить и реставрировать столетний фасад и внутренний двор. Реставрация и строительство заняли почти 10 лет. И на месте печально известного и изрядно обветшалого Паласа в 2014 году вырос один из самых престижных отелей Израиля с новым названием Вальдорф Астория. Вальдорф Астория – один из примеров бережной реставрации архитектурного наследия Иерусалима. Во время реконструкции элементы фасада были сняты, пронумерованы, очищены, восстановлены вручную и возвращены на прежние места. Были мы не только снаружи отеля, но и внутри. Внутренний дворик атриум с фонтанчиком в центре – типичный элемент восточных дворцов. Форма и пропорции повторяет старый двор с фонтаном. В современном варианте его покрывает стеклянная крыша. С удовольствием посидели здесь, слушая шум воды и любуясь белыми антуриумами. В оригинале в холле висели латунные светильники с геометрическим орнаментом. Сейчас их заменили на современные аналоги, но по тем же мотивам. Немало резных украшений из камня было вновь изготовлено по старым фотографиям и чертежам. Капители колонн украшены орнаментом, выполненным вручную по старым эскизам. Интересно, что во время реконструкции археологи обнаружили под зданием слои, относящиеся к римской эпохе и периоду Второго храма. То есть строительство нового отеля велось на месте, где более 2000 лет назад уже существовали поселения. Спускаясь по лестнице, мы обратили внимание на этот фонтан. Молитесь за мир в Иерусалиме. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем прогулку по небольшому кусочку Иерусалима.
Всем здоровья, мирного неба, благополучия и процветания вам и вашим близким. Огромный всем привет из Иерусалима.